Друзья, всем привет! Паша на связи, Киев, Украина. За окном у нас 14 мая. И я сегодня решил с вами пройтись нестандартным маршрутом. Я нахожусь на метро Лыбецкая. Тут находится за моей спиной новый рынок. Ну и заодно, конечно же, поговорим, как живут люди в Киеве, какие у нас последние новости, что сейчас в 20 метрах отсюда происходит. Кстати, сейчас посмотрите. Ну и вопросы, ответы, комментарии всегда приветствуются в комментах под видео. Погнали! Так, друзья, вот мы выходим с вами. И как вы думаете, что тут творится? А тут творится потоп. Снова потоп. Снова примерно на том же месте, где периодически прорывает трубы. Вот так вот это выглядело буквально полчаса назад. Пока я был в дороге, конечно, хотел вам от первого лица, так сказать, показать все это дело. Вот сейчас выглядит это немного по-другому. Не было каких-то 10-метровых фонтанов, фейерверков, но как бы движение, как вы видите, перекрыто. Вон с той стороны все машины, видите, направляют влево. Стоит там полиция. Сейчас мы туда с вами, друзья, подойдем, посмотрим. По сути, друзья, что произошло? Произошел прорыв теплосетей. Проводили тест, да, то есть для того, чтобы обнаружить тепловики, для того, чтобы обнаружить слабые места в трубах, они увеличивают давление. Ну, про запас, так сказать. И, получается, увеличили давление, и труба рванула, лопнула, все максимально просто. По сути, это делается каждый год, и, по сути, это делается во всех домах. То есть, когда у вас возле дома тоже прорывает какую-то трубу, это точно так же. Не потому, что она там где-то что-то, а потому что специально проводят тестовые вот такие вот плановые запуски и с увеличенным давлением. Какое-то количество времени, друзья, кто живет в Киеве, кто передвигается общественным транспортом, на маршрутках, на автомобилях, какое-то количество времени, ну, я думаю, что не меньше дня, а то и 2, точно будут тут затруднены всякого рода перемещения. Потому что, ну, представьте, вот вся стоит, все автомобили стоят, и ну, не знаю, с 5 полос, наверное, 1, 2, 3, 4, и троллейбус еще, они все должны зарулить вот сюда. То есть не прямо на мост, да, там на проспект, а вот, я даже не знаю, куда они должны зарулить. Они сюда должны зарулить? Наверное, нет. Вот что-то перекрыли. Сейчас, наверное, будут откачивать. Надеюсь, эта машина сейчас не снесет эти столбы. И посмотрим, как у нас обстоят дела. Вот, видите, сейчас огромная яма, работает экскаватор. Это работник. Сейчас мне назад задерживают. Столбик. Осторожненько. Стоит пожарная. Это не пожарная, это Киев Теплоэнерго. Будет, наверное, откачивать. Аварийщики перекрыли воду. И сейчас будут начинать работы. Перекрыли воду, откачали лишнее, снизилось давление, хотя там пробоина, видимо, такая, что давление в разы за секунды просто снижается. Ocean Plaza, ТРЦ Ocean Plaza. Если хотите, точно так же я в одном из следующих видео смогу туда заскочить, забежать, посмотреть, показать вам интересные магазины, интересные локации, интересные какие-то точки в этом ТРЦ. Кто не был, обязательно посмотрите. Это будет, конечно, не в этом ролике, а в одном из следующих, поэтому подписывайтесь, поэтому не пропускайте. Так, движение возобновили, небольшое движение, но все равно, представьте, какой поток автомобилей с 5 полос, вот там вот даже, видите, выруливают слева, выруливают на прилегающую территорию, и все двигаются, сейчас будут, вот КамАЗ сейчас подожмет, и все будут двигаться сюда. Вопрос единственное с троллейбусами, потому что если мы с вами посмотрим на шпалы, то они идут по проводам, они идут прямо, и поворота налево сюда
вот сюда. Тут нету. То есть троллейбус в любом случае должен или взлететь, телепортироваться, или как-то перескочить, но я даже не знаю, а никак. Он будет стоять просто до этого момента, пока не, я не знаю, какой тут вариант. Или, а никакого варианта нет. Они ж не будут перевешивать эти провода, не будут. Ну, пошлите посмотрим, что у нас там возле ям обстоят дела. Пока нас не задавили. Вот еще наряд полиции приехал, сейчас будет регулировать, я думаю, движение где-то вот тут вот. Две полосы, и то очень под острым углом, видите, крутой вот такой вот поворот. Короче, друзья, сюда и на автомобиле просто лучше не соваться, потому что сейчас очередь будет. О, я даже не представляю докуда, да? Костела, наверное, куда-то. Вот так вот у нас работают информационные телеканалы, да, потому что нужны новости. А такие новости, конечно же, не обходят бесследно. Видите, вот ребята фотографируют, снимают видео. Вот раз камера профессиональная, 2 камера профессиональная, 3 камера профессиональная. Короче, все что-то снимают. Ну, нормально, нормально. Гейзер такой. Марианская впадина. Не знаю, метров 15, наверное, на... Вот про запас. Видите, стоит еще один трактор. Сейчас будет уже помогать. Сейчас основную часть они откопают, выкопают. И будет уже потом работать маленькие, ну, по сравнению с огромными экскаваторами, маленькие тракторы. Вот еле-еле протискивается, смотрите, друзья. Фура просто, ему не хватает даже поворота-разворота. Не понимаю полицию, которая не может вот этот вот клочок ну, как-то привести в порядок. В порядок, по моему мнению, что тут можно сделать? Тут можно убрать эту машину, чтобы как минимум 2 полосы было свободным, а не одна. И убрать вот ту вот маршрутку, которая, по сути, сейчас я не знаю, куда она собирается ехать. 457-я маршрутка. Она вот так вот прямо собирается ехать. И куда? Куда? Навстречку туда собирается ехать? Непонятно. Поэтому маршрутка разве что будет сдавать задним ходом. Ну, по сути, вот единственный поворот, который затрудняет движение. Ничего, сейчас, надеюсь, это все быстренько исправят, потому что поток, который тут автомобилей движется, он, ну, просто крайне огромный. И это не одна полоса, видите, не одна полоса, это сколько тут, я не знаю, тут 5 полос, наверное, сейчас это вырва перекрывает. Вон трактор стоит, выкачивает, видите, из трубы выкачивает сейчас воду. Дна еще не видно, а этот трактор перегружает в КАМАЗ вложенные. Кстати, не так давно, я не знаю, может быть, пару лет назад, прям вот на этом же самом месте, тут было то же самое. Я, если найду информацию, обязательно вставлю вам, как это было совсем недавно. Какой бы ни был, видите, крутой асфальт, все равно под силой стихии, под силой воды, под силой давления тепломереж ничто не остается. И сейчас, когда они все это раскопают и выкопают, представьте, какая будет огромнейшая просто Марианская впадина. Вот начиная от ножек трактора и заканчивая, смотрите, ну где-то вот до столба, наверное. Вот до столба, вот это вот все он отковыряет, потому что тут тоже неровности, вспученные, этот асфальт будут менять. И с той стороны, ну, по сути, до конца, до самой плитки, до самой бровки. Кошмар. Капец. И еще ж неизвестно в глубину, сколько это потянет, потому что если это огромная какая-то тепломережа, то
то она находится, залегает на довольно глубокой, ну, я не знаю, метра, наверное, метра 3, может быть, 4. Это ж не на поверхности, не в метре от поверхности. То есть нужно копать и копать. Очень много людей с камерами, видите, вот ребята, и фотографы, и с той стороны, и вон с той стороны мужик с сигареткой стоит. Всем нужен экшен. Давайте посмотрим, пройдемся, чтобы не переграждать людям съемку, обойдем немного левее. Ну, конечно, я, когда сюда ехал, вот я новость увидел, я сюда ехал, я думал, что тут как-то более все радужнее. Ну, прорвало и прорвало, а тут, конечно, полностью. Я думал, что не полностью, как минимум, перекрыто движение. Перекрыто полностью. Ну что, сейчас постарается полиция как-то немного разрулить, наверное, упорядочить. Хотя, как я уже сказал, я, честно говоря, не вижу, как тут и что можно упорядочить. Поворот и поворот. Все. Пока не откроют эту часть дороги, ничего не произойдет. А открыть ее смогут только тогда, когда ну хотя бы 1, 2, 3 полосы смогут отремонтировать. Пока какой-то объезд сделать не могут. Очень много работников, много полиции. Более того, иногда мне такие ситуации, друзья, напоминают картинки, где один копает, а вокруг него стоит 20 человек. Вот иногда это напоминает. Потому что сейчас, по сути, вот в данную секунду времени, по сути, так и происходит. Один копает трактор, да, а вокруг него стоит, смотрите, 7 в Киевтеплоэнерго в касках, ребят. Человек, наверное, 10 с камерами, еще человек 5 с фотоаппаратами. Еще просто прохожие, которые сюда зарулили. Полицейские машины, рятувальная какая-то, да, там, или, да, рятувальная служба по рятунку, вдруг кто-то утопится. Какие-то начальники, тут ходил мужчина, ну, видимо, с полиции, который не может никак с той стороны определиться, что делать. Дальше, вон там Киевтеплоэнерго, еще 2 машины, видите, вон там желтенькая и красненькая. Полиция без опознавательных знаков, только с синим номером. Ну, короче, нагнали сюда людей достаточное количество. Вот скучает в антифризе, на лобовом стекле указано антифриз, Киевтеплоэнерго, работник. С этой стороны, видите, тоже 4 работника Киевтеплоэнерго Печерского района. С этой стороны огородили, ну, потому что тут люди, зеваки, много людей ходит, выходят, заходят с Ocean Plaza. И, конечно же, всем хочется поближе посмотреть, ознакомиться и посмотреть. Поэтому с этой стороны огородили. А с той стороны, в принципе, можно подойти к самому провалу максимально близко. И вот с этой стороны, если мы посмотрим, друзья, посмотрите, там даже реально может столб. Вот если вы присмотритесь, вот там вот в самом низу, под асфальтом, там где какая-то гранитная плита, она держит вот этот вот столб. То есть сейчас он будет дальше копать, он зацепит вот эту вот плиту, и столб может реально рухнуть. Тогда тут будет еще и проблема электриков, которые будут протягивать новые провода, устанавливать новый столб и все остальное. Плюс, как мы видим, вспучила бровку, вспучила асфальт, вспучила землю. Ее, наверное, тоже нужно вот так вот куском на метр залазить на траву, потому что, ну, по-другому никак. Тут происходит откачивание, я не знаю, меня слышно или нет, рядом с трактором, сейчас отойду. Откачивание воды, она куда-то уходит в небытие, куда-то утекает. Но, как я говорил, с той стороны, видите, друзья, вот этот весь шмат, вот аж посюда, вот так, его реально тоже будут снимать. Не знаю, может быть, даже и вот этот вот вспученный, потому что я тут не вижу. Тут то ли асфальт, то ли... Нет, это да, это асфальт, это не песок, это реально тоже
вспучилась вот такая волна асфальта и тут. То есть, по сути, все, что сейчас огорожено, вот начиная от трактора, вот это, наверное, весь кусок будут снимать. Да, вот канал прямые на микрофоне указано. В Ocean Plaza тоже какие-то непонятки, не знаю, сомневаюсь, что это сегодня, сомневаюсь, что это произошло прямо сейчас, когда прорвало трубу. Шановні відвідувачі, вибачте за тимчасові незручності, проводяться роботи з випробуванням тепломереж. А, нет, все это сегодня. Это сегодня. Випробування тепломереж на расстоянии 200 метров вырвало брусчатку возле торгового центра. Вот так вот обстоят дела. Так, полиция немного решила перенаправить потоки трафика. Вызвался какой-то, видимо, умный человек, который решил не вести сюда, а решил перенаправить поток в предыдущий поворот, в предыдущий заезд. Вон там вон трактор сейчас едет. Едет трактор, очищает проезжую часть, хотя непонятно, честно говоря, зачем. Или он едет на подмогу и заодно подключил уборку дороги. Смена. Уехал. Главное, чтобы сверху не зацепил провода. Уехал наш главный экскаватор. Или он поменял просто место дислокации, потому что он стоял по ту сторону, внутри. Сейчас ему приоткроют заборчик, и он туда заедет, подъедет. Машин аварийных куча. То есть я так предполагаю, что вот эти машины сюда складируют асфальт, куски асфальта, а вот эти машины, которые приезжают, я даже не знаю, с какой целью они сейчас тут находятся. Давайте пройдемся, посмотрим, куда направляют сейчас потоки людей. Не повезло вот этому вот троллейбусу, который сейчас не может ни сдать задним ходом, не может ни повернуть, не может ни развернуться. Я ж правильно, друзья, понимаю, что троллейбусы задним ходом, в отличие от трамваев, ездить не могут. Это разве что их вот цеплять и куда-то вытягивать там, где есть развилка, там, где есть хоть какой-то поворот. Ну, все, короче, друзья, троллейбусы, которые у нас двигаются с Лыбецкой в сторону Дарницкой площади, в сторону там Троечной, в сторону метро Дарница, можете их не ждать. Можете их не ждать, потому что они все идут на разворот, они все доезжают до Лыбецкой, вот тут вот разворачиваются, вот так разворачиваются, вот он стоит, выезжают сюда и погнали туда, поехали по прямой, и там заезжают на проспект и едут уже обратно в сторону левого берега. Соответственно, выполнить они такой маневр сейчас не могут, и что, и все. И маршрут сейчас будет как-то урезан. Вот, кстати, приехал тягач, который сейчас этот троллейбус телепортирует в свободную плоскость, в свободную зону, где, вон тягач спереди стоит, откуда он сможет продолжить свое движение. Не знаю, как это сейчас будет выглядеть, потому что угол разворота, поворота там довольно такой острый. А полиция, как я сказал, они сейчас обсуждали, там думали установить кирпич, не кирпич. Полиция, как я сказал, видите, разворачивает всех вот в этот проезд. Ну, конечно, тут движение побыстрее будет, потому что тут не острый угол, а все двигаются. Понятно, что не сильно быстро, но все двигаются плюс-минус со скоростью черепахи. Но если в тот проезд они поворачивали и они могли ехать дальше, по встречке там почему-то, то в этом проезде они все едут, разворачиваются и уезжают налево. То есть где-то, когда-то они смогут развернуться. Маршрутка, общественный транспорт, автобусы, им, я думаю, сейчас как-то позволят где-то развернуться и повернуть. Очищает дорогу для того, чтобы
А не знаю для чего. Ну, для того, чтобы кирпичи, наверное, не валялись на дороге, чтобы выглядело все по красоте. Стоит полицейский, направляет поток машин. Честно говоря, поставили бы, наверное, хоть какие-то указатели, какие-то фишки. Ну, наверное, сейчас поставят. А мы, друзья, давайте пройдемся, собственно, куда вся эта эпопея утекает. А утекает она, как я вижу, прямо или налево. Вместе с водой, вместе с извержением теплосетей на поверхности много сейчас песка, как мы видим, который реально приходится загребать вот прямо тракторами с лопатами. Видите, какое большое количество песка. Ну и все. Дальше, друзья, я не вижу. Или оно просто уже немного просохло, но я дальше не вижу. То есть, по сути, вся эта вода, она вот стекает в канализационные сливы, и дальше она не движется. То есть, вот максимум я вижу до автобуса. Вон красненький стоит автобус за белым автомобилем, и там уже в сливы она стекает. Там никаких проблем, никаких пробок нету. Там машины двигаются с обычной для себя скоростью. Тяжелая работа, конечно, у тракториста. Нужно и вперед смотреть, и назад смотреть. Нужно и смотреть, кто тебе руководит, тобой руководит, когда загребать. Нужно успевать переключать, нужно успевать грузить, и нужно успевать еще по зеркалам поворачивать иногда голову. Чистят дорогу. Вот это правильно, вот с этим я согласен. Что не нужно чистить правые полосы, нужно подчистить левые, чтобы машины не пугались и могли нормально по камешкам проезжать и заруливать. На светофоре стоят, там уже видите фишки, ограничивают движение слева пару аварийных машин, и машинки вот начинают двигаться. Умный таксист, которому, судя по всему, нужно сейчас будет припарковаться прямо по центру. Наверное, кто-то вызвал такси к Ocean Plaza. Он оценил ситуацию, что припарковаться ближе он не может из-за реки. И поэтому он встал там, где забор заканчивается, для того, чтобы сейчас пассажира туда посадить. Люди, которые доезжают до светофора, они еще не догадываются о том, что тут происходит. И поэтому некоторые нетерплячі дуже поспешают. Вот видите, выруливает Ford. Сейчас ему нужно обязательно объехать, но понимает, что-то тут не так, судя по красоте дороги. И всех, вот видите, направляют влево. Кто-то в Макдональдсе наблюдает за всем происходящим. Видите, прямо парень в капюшоне, в очках, по прямой видимости, прямой вот такой вот обзор у него для того, чтобы контролировать ситуацию, друзья. Так, друзья, тут какое-то оживление сейчас происходит. Посмотрим, что нам расскажут. Побудем оператором. Трактор продолжает откачивать воду. Второй экскаватор продолжает откапывать яму. Опасненько он так стоит. Провалиться, конечно, сложно, но людям, ранее не сталкивающихся с этим, выглядит прям как на краю прірви он находится. Тут, видите, стали полукругом операторы, журналисты ждут комментарии от лиц, которые могут это прокомментировать. Я не знаю, операторов, наверное, камер я вижу штук 12 и плюс фотографы. Так, друзья, повторно включаемся. Для вас прошла секунда, а для меня прошел час времени. За этот час я успел сгонять в Ocean Plaza, посмотреть цены, посмотреть людей, посмотреть какие-то ценники в виде номеров телефонов, когда джинсы стоят 9, 10, 15 тысяч гривен. Если хотите тоже это увидеть, в следующем видео после сегодняшнего это обязательно будет. Подпишитесь, чтобы не пропустить. Ну а мы с вами, друзья, в завершении сегодняшней эпопеи с разрывом трубы на Лыбецкой посмотрим, что через час времени мы имеем на эту секунду. Визуально я не вижу каких-то глобальных изменений. Я вижу, что
многие операторы, многие журналисты улетучились, тут их было человек 20, наверное. Вот остались, видите, пару точек с камерами. Также по-прежнему откачивают воду, также по-прежнему перекрыта дорога для автомобилей. Запускают в объезд вот с той стороны автомобили. Тут у нас один главный работающий экскаватор. Сейчас я отойду, потому что очень шумно возле трактора. Обойду с той стороны, вам покажу поближе всю вырву. Аварийно откачивает. Люди по своим делам, видите, особо даже никто и не останавливается уже. На часах сейчас около 3 часов дня. Ну, нету желающих тратить время, потому что проблемы случаются. Маршрутки стоят. Я, честно говоря, не понимаю, не знаю, как они сюда попадают. Наверное, где-то как-то объезжают, сюда заруливают, становятся, загружают и потом уезжают. Полицейские машины. Далее, вон там я вижу аварийные машины, КИФ, Теплоэнерго. С этой стороны у нас операторы с журналистами. С этой стороны у нас уже сворачивают пожежный, так сказать, гидрант, который... А нет, это второе. Это для того, чтобы ускорить процесс, потому что тут глубиной я не знаю даже сколько. Видите, подключают. Есть один трактор, который выкачивает воду у нас. И сейчас подключают вон второй трактор, который тоже будет, вот ребята стоят, подключают, который тоже будет выкачивать воду, потому что количество и объем воды безумный. И тракторист, экскаваторщик, вот, просто визуально даже не видно, что там происходит. И он не может оценить глубину. С той стороны, как я вам, друзья, говорил, видите, у нас есть некоторое обрушение, ливнесток даже вытянули. И вот на край подходите, если вы не хотите оказаться наполовину по грудь в воде. Я думаю, там даже поглубже. Вон, видите, ковш стоит, а ковш он нормальный, он метровый где-то. Поэтому к бровке поближе подходить не очень. Огромное количество песка, не знаю, откуда оно появилось. Реально с цієї вырвы. Вон аж трактора, видите, возят его, складируют. Для того, чтобы машины могли двигаться. Каждый делает свою работу. Я всем коммунальщикам ставлю огромнейший респект. Почему? Потому что это работа, которую не видят люди. Она ежедневная. Ее сложно оценить, когда все хорошо, но всегда ее оценивают, когда все плохо. Прорывы в трубы, нет горячей воды, нет холодной воды. Все. Кто виноват? Конечно же, Теплоэнерго или подобные заведения. Вот троллейбус, который еще час назад начали цеплять. Вот его только-только, видите, друзья, повезли. Хотя я тут был час назад, его пристегивали. Все. Почему? Потому что он оказался в момент прорыва в том месте, где провода не позволяют ему абсолютно никак не развернуться, не повернуть. Поэтому вот на таком чисто прицепе его будут сейчас увозить. Все, молодцы, хорошо, ничего не зацепили, хотя паровозик такой длинный. Угол объезда очень острый. И сейчас его выволокут на ту дорогу, в то место, где он сможет продолжить свой путь уже без прицепа. Ну что, друзья, я показал то, что вам хотел. Я не вижу смысла тут находиться более, потому что сейчас будут вестись ремонтные работы всякие, и ждать, пока это все дело отремонтируют, честно говоря, времени особо нету. Поэтому оставляем место, оставляем локацию для новостных журналистов и операторов, а сами будем потихоньку сворачиваться. Вот так выглядит у нас метро Лыбецкая сегодня. Но, к слову, метро ездит в привычном режиме, то есть никаких подземных аномалий, прорывов замечено не было, поэтому метро пользуйтесь.
Если вам нравится такой контент, а не только цены на рынке, цены в магазинах, то вы обязательно прожмите пальцы, прожмите вподобайки, обязательно скажите мне об этом в комментах. И я буду стараться не только освещать цены, но и вот такого вот рода аномальные явления в Киеве. Если вы досмотрели до этого места, я думаю, что вам канал, ролик, в принципе, до вподобы. И поэтому подписались, прожали палец, оставили коммент. До новых встреч, в новых видосах. Всем пока.